Всем привет, с вами Тори-чан. Недавно я делала видео о вещах, которые считаются нормальными в Японии, но немного странными в других странах. Сегодня же наоборот, вещи, которые считаются нормальными во многих странах, но не в Японии. Поехали! Первое – это брать отпуск на 2 недели и дольше подряд. Конечно, это зависит от фирмы, но в Японии в общем не очень много отпускных. Если вы новый сотрудник, то у вас может быть в районе 10 дней в году, не считая обычных выходных и государственных праздников. И часто в них уже входят ваши больничные дни. Да, и дальше с каждым годом вам добавляется плюс 2 дня отпускных оплачиваемых, поэтому работая какое-то время в одной фирме, у вас может накопиться 20, 30 или даже 40 дней выходных в году. Но даже если у человека есть 30 оплачиваемых выходных в году, мало кто из японцев берет даже 1 неделю подряд отпускных, и на то есть несколько причин. Первое, говорят, что в Японии просто нет культуры vacation, и японцы не понимают, как это уехать на vacation в отпуск на 2-3 недели. Вторая, более реалистичная причина, как мне кажется, это то, что японцы очень не любят мейваку какиру, то есть кому-то причинять неудобства. И если вы берете, допустим, 2-3 недели отпускных подряд, то это кому-то, по мнению некоторых людей, может быть неудобно. То есть кому-то из вашей команды нужно будет под вас подстраиваться, расписание менять и так далее. У многих людей нет такого понятия, как «это мое право брать отпускные». Всегда думают больше о окружающих вокруг тебя. И третья причина – это то, что в отпускные оплачиваемые дни также входят больничные. Поэтому если вы истратили все свои отпускные, болеть придется за свой счет. И многие люди пытаются этого избежать. Часто японцы пытаются соединять свои отпускные дни вместе с государственными праздниками. Допустим, у нас есть Golden Week, золотая неделя, когда много праздников подряд идет, и иногда между ними есть 1 или 2 будних дня. И японцы берут эти дни как отпускные оплачиваемые дни, и у них получается неделя или даже 2 недели выходных. Но кроме этого, чтобы именно взять неделю или даже целых 2 недели отпускных – редкость. Я когда работала в японской фирме, на Новый год иногда брала себе 2 и даже 3 недели отпускных подряд. Я использовала все мои оплачиваемые отпускные и еще добавляла неоплачиваемые дни, что для японцев было просто шоком. Но мне это прощали, потому что я иностранка, и у меня семья за границей живет, и они это понимали. Но это не считается нормальным в Японии. Чтобы вы понимали, насколько редко японцы берут отпускные, несколько лет назад, если не ошибаюсь, в 2013 или 2014 году ввели закон, который обязывает брать 5 отпускных в году. Я не говорю про подряд, просто не брали отпускные люди. И поэтому ввели специальный закон, который заставляет фирмы заставлять их сотрудников брать эти несчастные 5 дней в году. Второе – это часто менять работу. Думаю, во многих странах вполне себе нормально менять работу, если вас не устраивает ваш коллектив или вы хотите повышения зарплаты, но в Японии измеряется все годами. Чем дольше вы работаете в одной фирме, тем лучше. И есть такое негласное правило, что для хорошего резюме нужно проработать в одной фирме хотя бы 3 года. Поэтому японцы часто не увольняются, пока они не отработали хотя бы 3 года в одном месте. Иначе это будет не очень хорошее впечатление для следующего работодателя. Они могут скептически отнестись, если вы меняете работу каждый год или 2 года, подумать, что вы как-то плохо вливались в команду, возможно, или вы устроитесь к ним работать и потом снова тоже уйдете в другую фирму, а им это невыгодно. Конечно, это меняется со временем, сейчас уже есть много фирм, особенно IT-фирм, которые не смотрят на то, сколько лет вы работали до этого, а смотрят именно на ваши скиллы. Но если говорить в общем о большинстве японских консервативных фирм, то лучше, чтобы у вас в резюме все было больше, чем 3 года. Третье – это начинать есть еду, пока другим еще еду не принесли. Есть же поговорка, что 6 одного не ждут, или 7 одного не ждут, сколько там одного не ждут. Вот в Японии все ждут одного, пока всем не принесли еду, и напитки, кстати, тоже. Особенно если это какой-то корпоратив на работе, люди часто ждут, пока все не соберутся, и даже если кто-то опаздывает, ждут, пока придет последний человек, и только потом делают кампай, тост за встречу, и начинают есть. Если вы в хорошем
хороших отношениях близких, то тогда часто можно сказать, если вы очень голодные: извини, я начну есть первым. И вам скажут: да, конечно, не волнуйся, ешь. Или даже могут предложить вам сами, типа: не жди меня, конечно же, кушай, иначе твой рамен остынет. Но обычно молча начинать есть еду, ничего не сказав, в Японии считается невежливым. Четвертое — это забирать оставшуюся в ресторане еду с собой. В Японии почему-то особо не принято забирать оставшуюся еду, которую вы не доели, хотя здесь огромные порции в ресторанах, и часто бывает такое, что ты не можешь физически доесть эти панкейки. И я пару раз спрашивала, могу ли я забрать это с собой, и часто мне говорили или просто: нет, у нас нет такой опции, или говорили: у нас нет контейнеров, чтобы вы могли забрать это с собой, пластиковых, но мы можем побежать купить их в магазине. И мне было очень неловко, что они собираются бежать в магазин покупать контейнеры, и я такая: нет, я тогда лучше доем сейчас через силу. По моему впечатлению, большинство ресторанов просто даже не предлагает такой опции забирать с собой еду, которую вы не доели, но есть рестораны и кафе, которые делают take-out, take-away, то есть изначально можно заказать еду с собой, и в таких местах есть специальные контейнеры для переноски, поэтому если вы не доели что-то в таких ресторанах, там, скорее всего, можно забрать с собой. Пятое, думаю, многие уже знают, хоть много где и считается нормальным давать чаевые, в Японии нет такой культуры, и японцы не ожидают от вас чаевых. Дать чаевые японцу не оскорбит его, но может смутить, потому что люди просто не знают, что делать в таком случае. Это не является нормой в Японии сейчас, и часто в ресторанах нет такого, чтобы один официант был привязан именно к одному столику. И если, допустим, вы оставили чаевые, как вы подумали, своему официанту, ему придется делить эти деньги с другим персоналом, и это может вызвать недопонимание. Но если, допустим, это маленькая кафешка, которой руководит, допустим, один человек, или там семейная пара работает, или это маленький местный отельчик, где бабулечка одна готовит вам еду, то в таких случаях можно оставить деньги как благодарность за хороший сервис, или еще лучше, если вы привезли что-нибудь вкусное из вашей страны, как какие-то конфеты или шоколад. Японцы такое очень любят. Шестое. Высказывать негативное мнение напрямую в Японии не считается нормой. И это касается как каких-то негативных высказываний, так и отрицаний. Допустим, японцы очень редко говорят «нет» напрямую, именно «нет». Нельзя, они будут пытаться как-то это более мягко сказать: ой, у нас не получается, у нас нет такого сервиса, извините, то есть более мягко, так и каких-то отрицательных, негативных отзывов. Допустим, если вы пришли в ресторан и вам не нравится еда, японцы очень редко напрямую будут обсуждать, что как-то здесь не очень вкусно, как-то не особо вкусно, но очень дорого. Вслух это редко кто напрямую скажет, но потом все пойдут писать негативные отзывы анонимно. Это японский подход. Седьмое, касательно внешности. Во многих странах это считается совершенно нормальным, но в Японии немного странно, если вы не бреете ваши руки. Да, поэтому с переездом в Японию я начала тоже брить руки. И я знаю, что можно не подстраиваться под общество в таких аспектах, но это очень трудно делать, когда многие японки вокруг меня бреют руки, смотрят на мои пушистые ручки и такие: ой, ничего себе, у тебя что, волосы растут? А что, в вашей стране это нормально не брить руки, да? И я такая... Поэтому я начала брить руки, переехав в Японию, не садите меня строго. И здесь считается совершенно нормальным брить ваши руки, некоторые японки даже лицо бреют, считается, что так макияж лучше ложится, шею, вот эту часть, потому что там тоже пушок растет, и многим японкам он не нравится, спину даже некоторые бреют, и, в общем-то, всю эпиляцию тела делать здесь относительно популярно. Многие делают лазерную или световую эпиляцию, и знаю, что спросят насчет зоны бикини. Это зависит от человека. Есть те, кто просто делает тримминг зоны бикини, есть те, кто делает полную эпиляцию. Это зависит, конечно же, от индивидуального человека в Японии. Трудно сказать, каких людей больше, я разных вижу в горячих источниках, когда хожу. И продолжая тему внешности, восьмое. Я знаю, что в многих странах Европы это совершенно нормально, особенно летом, но в Японии не очень нормально не носить лифчик. Я бы даже сказала, что это было бы странно, если вы не носите лифчик, и это хоть немного, но видно. Но при этом, наоборот, носить одежду, похожую на нижнее белье, как аксессуар, в Японии последние годы считается нормальным. Допустим, пару лет назад у нас была популярна такая вещь, как полупрозрачная
ночнушка, которую японки носили сверху на майку и джинсы, и это считалось очень модным. И если об этом не знать, можно подумать, что человек что-то попутал в своем гардеробе. 9. Если вы пришли на пляж, то совершенно нормально увидеть людей, кто лежит на топчинах и загорает. Везде, кроме Японии, наверное, потому что здесь совершенно не популярно загорать, и больше ценится белая кожа, а также считается, что солнце плохо влияет на вашу кожу в общем, и довольно оправданно, потому что солнце действительно заставляет вашу кожу быстрее стареть, поэтому японки защищаются как могут, разные шляпы носят, длинные перчатки и даже водолазки вместо обычных купальников. И здесь поэтому не особо нормально лежать и загорать на солнце на пляже. Вы, конечно, можете это делать, но вы вряд ли увидите много японцев, кто загорает на пляже. Часто даже не раскладывают полотенца, допустим, на песке, а ставят палатки, чтобы была обязательно тень. 10. Думаю, много где нормально, если парни не ухаживают за своим лицом, но не в Японии. Здесь мужчины пытаются ухаживать за своей внешностью, выщипывать брови, форму создавать, и даже есть специальные маленькие бритвы, которыми сбривают все ненужное вокруг, чтобы все было четко. Также крема, разные лосьоны, маски, все это используется парнями так же, как и девушками. Кроме этого, здесь также довольно часто практикуют эпиляцию лица, именно мужчины, потому что не считается опрятным, если у вас есть борода или усы. И также не у всех, конечно, но у многих японцев не получается отрастить хорошую такую шикарную бороду или усы, а она растет частями, и это является комплексом для многих, поэтому им проще полностью все сбрить и лучше даже эпиляцию сделать, потому что многие не любят, когда волосы отрастают, и это видно, поэтому эпиляция бороды в Японии — это вещь. 11. Бывало ли у вас такое, что вы идете по улице, и незнакомый человек делает вам комплимент? Или, допустим, в поезде едете, и вас спрашивают дорогу, как куда-нибудь добраться и так далее. Вот в Японии такое почти никогда не случается, потому что здесь нет такой вещи, как культура small talk, и редко незнакомцы начинают разговаривать с другими людьми. Особенно Америка и Япония совершенно контрастные, мне кажется, в этом плане страны. По рассказам моих знакомых из Америки, допустим, даже просто кассир может с тобой начать разговаривать, там, ой, сегодня хорошая погода, да, или о, у вас такая классная майка, или цвет волос и так далее. В Японии с вами никогда не заговорит незнакомый человек. Это может случиться, если, допустим, человеку интересны иностранные культуры, он учит английский язык, и он хочет с вами заговорить, потому что вы иностранец. Но чтобы японцы разговаривали между собой как small talk, как небольшой разговор, это скорее редкость, из моего личного опыта, конечно. 12. Если у вас пропал кошелек и вы не можете его найти, то думать, что у вас, скорее всего, его вытащили где-нибудь в поезде, вполне себе логично и нормально во многих странах, я думаю, но не в Японии. У меня недавно был довольно смешной случай с друзьями, кто переехал в Японию примерно год назад, и еще не успели они перестроиться на японский образ мышления, скажем так, и ребята ехали в поезде, и потом не нашли свой телефон. И они мне говорят: Вика, все, кошмар, у нас новый iPhone украли. И я такая: ребят, скорее всего, просто где-то его уронили и не заметили. Позвоните в фирму, которая управляет этими поездами, и узнайте, может быть, где-нибудь там его нашли. И они такие: нет, скорее всего, украли, это был новый iPhone. Проходит неделя, они позвонили в эту фирму, и им говорят: да, мы нашли ваш телефон между сиденьями в поезде. В Японии довольно редко бывает такое, чтобы крали что-то, тем более вытаскивали из кармана, и в особенности это касается, кстати, айфонов, потому что здесь нет, насколько я знаю, прям больших известных черных рынков, где от них можно избавиться, поэтому нет смысла их воровать. 13. Сидеть на полу в общественных местах в Японии не всегда считается нормальным. Да, японцы любят сидеть на полу, но когда это касается, допустим, японской комнаты, как сейчас вот я сижу на полу, где есть татами, японский пол из сена, скажем так. Но если это общественные места, как поезд, или аэропорт, или улица, то там на полу сидеть считается плохой манерой. И, конечно, есть японцы, кто немного перепил, и не то что сидит, он может валяться на улице где-нибудь, когда он перепил, но это ненормально. Говорят иногда, что если вы устали и вы хотите присесть на улице где-нибудь,
не на скамейке. Сидеть на полу — это супер неприлично. Если вы сидите при этом на картонах, то это менее неприлично, но все-таки неприлично. Лучше всего где-нибудь сесть, где есть именно отведенное для этого место. И особенно японцы в последнее время недовольны, что много туристов, кто приезжает из разных культур, разных стран, и некоторые садятся на пол в поезде, когда некуда сесть, или в аэропорту. 14 из той же темы: в Японии ненормально шуметь. И кто-то, может быть, думает, а где нормально шуметь? Но судя по рассказам моих знакомых, кто живет в Европе, допустим, некоторые люди из Испании говорят, что там могут шуметь даже в 3 ночи соседи, и ты ничего не можешь с этим сделать. Я не знаю, насколько это правда, жду ваших комментариев, кто в Испании живет. Но в Японии это ненормально. Здесь, наоборот, настолько тихо себя соседи ведут, чаще всего, что думаешь, там вообще живет кто-то или нет? Или неужели все слышат только меня? И 15. Переходить дорогу на красный свет, даже если нет машин, считается нормальным, ненормальным, как вы думаете? В Японии ненормальным. И даже если нет ни одной машины на горизонте, но при этом красный свет пешеходам, люди чаще всего не переходят дорогу. Но хочу заметить, что это не всегда, часто это в больших городах, как в Токио, все довольно послушные. Но если это маленький город, или если, допустим, это не очень широкая дорога, то бывает такое, что и японцы тоже переходят на красный свет. Мы не ангелы все, поэтому да. И часто, если один человек переходит дорогу, то все остальные за ним тоже будут идти. Но также я заметила, что бывает такое, что не очень широкая дорога, красный свет, ни одной машины, и видно, что люди хотят перейти на красный свет, но видят, что дети стоят тоже, ждут светофора зеленого, и они себя сдерживают, чтобы не подавать плохой пример детям. Такое тоже бывает. Это были вещи, которые могут считаться нормальными в других странах, но не в Японии. А что из этого списка нормально или ненормально в вашей стране? Жду ваших комментариев. Всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся еще.